Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по средам наши разговоры с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый день. Константин Петрович, как закрутилось. Порционно, серийно пленки опубличивают. Мы уже понимаем, кого как называть. Мидас царь, это Зеленский. Карлсон улетел, но обещал вернуться, но непонятно, вернется ли это Миндич. Че Гевара, Чернышов. В общем, началось. Есть данные о том, что паника внутри офиса президента. Они не знают, правда, что делать, и надеются только на фарт Зеленского. Вместе с этим отстранили Галущенко. Тот говорит: я за то, чтобы меня отстранили. Поддерживаем следствие. В общем, ничего более-менее внятного, кроме того, что мы поддерживаем следствие, если есть какие-то коррупционные вещи, не сказали. Умеров из Стамбула, что очень интересно ввиду переговорной линии Стамбул-2, говорит, что это все инсинуации, ложь, я готов, тоже открыт к органам, в общем, будем разбираться. Но я в Стамбуле. Занимаюсь делами очень важными, да, а там есть на пленках уже вроде как и Умеров, да, и его бронежилеты. В общем, кажется, вот эта сетка, да, она раскрывается. Зеленский не записывает ничего вчера, и это выдает тоже определенную, хорошее украинское слово, беспорадність. То есть они не знают, они мечутся. Действительно ли это начало конца режима Зеленского или проскочит? Видите ли, конечно же, что очень многие надеются, что это начало конца. Но очень многое будет также зависеть и от разного рода внешних факторов. Дело в том, что мы можем только предполагать. Мы можем предполагать несколько сценариев развития ситуации. Сценарий первый – это действительно Зеленский под грузом фактов, под грузом разного рода скандалов. А я думаю, что каждый день нам будут давать новую и новую порцию этих скандалов. Зеленский будет вынужден уйти. Власть будет передана Верховной Раде. Это один из сценариев. Самый оптимистический. Второй сценарий – это, будем говорить, тоже один из, не знаю, называть его оптимистическим, когда просто ситуация пойдет по латиноамериканско-африканскому сценарию, когда коррупционный груз может привести к тому, что гнев народа, по крайней мере, на кухнях, достигнет точки кипения, появится какой-то бравый генерал с погонами то ли бригадного генерала, то ли генерал-лейтенанта, то ли еще какого-то, который скажет: я теперь власть, и, соответственно, создаст некое временное переходное правительство. Условно говоря, сценарий хунта. Третий сценарий – это то, что разного рода соросята, шабунинцы, разного рода там антикоррупционеры, птенцы гнезда Фиалы, птенцы гнезда Пинчука и так далее, попросту поставят Зеленского перед фактом, что убираешь Ермака, убираешь Свириденко, мы делаем свое правительство, мы осваиваем потоки, а ты, Владимир Александрович, будешь дальше ездить по международным конференциям, перерезать ленточки, там, выступать с высокой трибуны и так далее. То есть разные сценарии возможны, но возможен и четвертый сценарий. Зеленский попросту будет пытаться выждать определенное время. Зеленский попросту будет дальше контролировать силовиков. Силовики будут зажимать любые протестные действия. Более того, он попытается взять определенный реванш над НАБУ. Он попытается перекрыть все информационные каналы. Те, которые вещают из-за рубежа, он просто не будет принимать во внимание. И, соответственно, будет действовать так, как будто бы ничего не произошло. Все будет зависеть в это время от того, как поведут себя западные партнеры Зеленского. Именно если он перестанет слышать аплодисменты и овации со стороны западных партнеров, это для него смерти подобно.
Какие западные партнеры? Это вот очень важно. А это даже не Соединенные Штаты. В последнее время он взял курс именно на Лондон, Берлин, Париж. То есть эти центры его интересуют больше, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты он чудесно понимает, что каши не сварит. Там требуют, чтобы он выдал фактически всю информацию, которая у него была на окружение Байдена, на тех, с кем он общался. Вот он понимает, что если он выдаст эту информацию, то сразу же станет абсолютно неинтересен никому. И больше у него никаких нет перспектив. Более того, нигде он не будет больше рукопожат, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Париже. Вот. И, соответственно, я думаю, что именно этого он больше всего, ну, скажем так, он не особо доверяет нынешнему Вашингтону. Вот. Его не интересует нынешний Вашингтон, который тем более заставляет его садиться за стол переговоров. А ему ни в коем случае нельзя останавливать войну. Вот. И в этом отношении он как раз будет ждать определенных сигналов из Европы. Мгм. Ну, смотрите, сигналы из Европы такие, что опять там очередные 40 миллионов или миллиардов. Короче, очередные транши, денежки, в общем, выделения. Нормально все. Но это пока. Потому что вопрос же очень важный. Мы сейчас о внутренних моментах поговорим, о внутренних противостояниях, о требовании там, Порошенко поменять Кабмин, создать кабинет министров вот этого национального единства. Как деньги давать? Вот после вот всего того, что опубличено, как вообще Украине выделять деньги, Константин Петрович? Вы понимаете, у себя на Телеграм... Европейцы, которые заинтересованы, европейские лидеры, которые заинтересованы в продолжении войны, для них коррупция – это не аргумент. Для них аргумент – пусть воюют дальше. Под любыми условиями. Пусть воюют дальше. Нет, Тем более, не получается, не сходится. Почему? Потому что я почему вам оппонирую? Потому что у вас же на Телеграм-канале, кстати, подпишитесь на Костя Бондаренко, есть четкая выкладка. Значит, я прям помню, перед глазами у меня стоят спикеры, в том числе у меня на канале был спикер в понедельник, рассказывал о том, что ну, ребята, ну нашли какой-то миллион. Ну, подумаешь. Ну, у нас ТЦКшников больше находят. Ну что, ну нашли, ну что-то еще. Господи. Но там же миллион не простой, а запакованный. И совершенно какой-то такой очень и очень важный, раз его вот так всем показали. И, внимание, вот тоже зрительная память. Вчера в плане антикриза вы тоже видели офисные телеграм-каналы разные, которые выкладывают там то полицейский какой-то на взятке погорел, то кто-то помогал выехать, то еще что-то. Они брали, каждую купюру выкладывали и фотографировали. Этот пакован с деньгами даже никто не распечатывал. Почему? ну, я не знаю, почему не распечатали. Может, и распечатали, но потом просто не показали. Это уже такой момент. Тем более, что в подобного рода запечатанных пакетах там номера идут один за другим. Там даже переписывать особо не надо. Что касается этого пакета, там ни одного пакета. Вот. По крайней мере, фигурировали два пакета. Один был выпущен один с маркировкой Филадельфии, второй Канзас-Сити. Вот, то есть, и, соответственно, вчера я получил документ один, вот это вывод экспертов, которые по штрих-коду, который значился на этой упаковке, они установили, что причем там это очень большой такой документ, достаточно объемный, там фактически распредмечено все фактически очень детально. И самый главный вывод, что эти деньги не предназначались для того, чтобы попасть в Украину. Это деньги, которые по всей документации, внутренней межбанковской документации, должны были, предназначались для внутренних операций. Вот. Так что и теперь возникает вопрос в Соединенных Штатах, возник вопрос, как эти деньги оказались в Украине.
Вот когда они оказались, кто стоял за этим и прочие моменты. То есть это согласно документам, это же по этому штрих-коду фактически можно определить движение денег, происхождение этих денег, предназначение этих денег, на какие программы они предназначались. Вот. И теперь будет, очевидно, расследование в Соединенных Штатах того, как они оказались в Украине. Зеленский подставил очень многих. Ну, или там Миндич, или кто там это подставили. Украина подставила очень многих. Но еще один аспект, что теперь фактически это дело, скорее всего, будет не только рассматриваться в Украине, но и в американской юрисдикции. Тем более, что после подписания соглашения о недрах там есть очень интересный пункт, согласно которому там целый ряд вопросов, которые касаются Украины, будут рассматриваться в американских юрисдикциях. Интересен следующий шаг. Ну, следующий... Да, я думаю, что это следующий... опять же, когда я говорю о том, что Зеленского сейчас поэтому не интересует Соединенные Штаты, знаю, что оттуда ждать ничего хорошего не приходится. Его интересует, как будут действовать его коллеги, как будут действовать его патроны из Европы. Бросятся ли они сейчас к Трампу и начнут защищать Зеленского, что, так, дорогой Дональд Федорович, давайте действовать, как действовал президент Рузвельт, Франклин Делано, который... Вот, давайте относиться к Зеленскому как к Самосе, диктатору Никарагуа. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Вот это первый вариант. Второй вариант, они сами будут говорить о том, что хорошо, мы все равно продолжаем дальше сотрудничать с Зеленским и с Украиной, потому что в этот сложный час не время разбираться, устраивать разбирательство относительно коррупционных схем. Давайте сплотимся, чтобы остановить Россию, остановить Путина, а никто, кроме Зеленского. Ну, в таком вот духе. Я думаю, что этот момент тоже может присутствовать. Что перевесит сейчас? Желание показать, что закон один для всех, и с коррупционерами Запад не может иметь общих интересов. Либо же вопрос продолжения войны и желание продолжать войну любой ценой, даже в этих условиях, когда Зеленский и его команда, или, как говорят, Тимур и его команда, да, вот, оказались в очень, очень такой, скажем, щекотливой ситуации. Что будет предпринимать конкретно Зеленский? Его необращение вчера дало многим повод думать, что все сыпется. Квартал сегодня выкатил, Квартал 95, студия, выкатил текст о том, что публичное заявление сделали, о том, что сейчас в публичном пространстве много информации по поводу одного из, хозяев Квартал 95. Эти вообще события не имеют отношения к нашей студии. Это не один человек, Квартал 95, это бренд, он уже более 20 лет. В общем, все это время занимается исключительным производством аудиовизуального контента. С нами были разные люди, актеры, продюсеры. Вот, мол, не используйте бренд Квартал 95 в спекулятивных и политизированных контекстах. Мы продолжаем работать для зрителей, для страны, для жизни. Ух, как красиво. Но на самом деле все прекрасно понимают, что речь, когда заводят о Квартале 95 и Миндиче, то это все говорят о Зеленском лично. Ну, не мог просто так какой-то Миндич из Квартала 95 вместе с каким-то Цукерманом, который бухгалтер, а их два братья, брать и, как это НАБУ формулирует, преступно влиять на министров, советников, замминистров, директоров Энергоатома, если идет речь об Энергоатоме. То есть у нас получается, что... И вообще там на пленках идут конкретные разговоры. Ладно, там, сколько кэша унесли, какие деньги, там, откаты туда-сюда. Понятно, это преступление. С этим разберется правоохранительная система или не разберется. Нас же интересует другое. На пленках конкретное влияние на политику и на должностных лиц. То есть у нас Кабминдич получился вместо Кабмина. А вот с этим уже надо что-то делать и что-то Зеленскому говорить.
И плюс ко всему там определенные намеки на то, что определенные суммы вдруг уходят в государство-агрессору и прочие моменты. То есть очень-очень много странностей. Очень много, это мягко говоря, странностей. Знаете, я думаю, что если даже после этого народ не поймет всю степень цинизма, которую несут в себе пленки, но я, извините, я не понимаю тогда. Знаете, в 89 году покойный Владимир Егоримский в июле 89 года выступал на республиканском стадионе тогда, ну, вот, нынешнем Олимпийском, ну, вот, выступал с пламенной речью, которая рефреном звучала. «Что ж мы за народ такие?» говорил. Вот, так вот, в данной ситуации вот вспоминаю эту речь. С нее начинался народный рух. Речь. Что может начаться на этом фоне? Подобие какого-то народного руха? Я не думаю, что подобие народного руха. Я думаю, что начнутся элитарные движения. Народ будет безмолвствовать и дальше. Народ, запуганный ТЦК, народ, запуганный войной, прилетами, холодной зимой, службой безопасности Украины, прочими неприятностями, он будет, скорее всего, возмущаться где-то там по кофейням да по кухням. Вот, не больше. А вот что касается каких-то движений в политике, движений в армии, кстати, среди офицеров, которые, возможно, зададут вопрос, а за что ж мы тут проливаем кровь? А за что ж гибнут ребята, условно? В то время, когда крысы сидят и делят бабло, условно. Так я думаю, что именно это может стать главным катализатором. То есть эти процессы могут стать главным катализатором недовольства. У меня очень неочевидный вопрос. Что будет предпринимать Россия? Я думаю, ничего. Запасаться попкорном, сидеть и дальше продолжать наступление на Запорожском направлении, на Покровском направлении, на Купинском и прочее. И России даже в этой ситуации даже не надо ничего предпринимать. Просто, хотя, вы же понимаете, Владимир Петров уже сказал, что на самом деле НАБУ действует в интересах России. Да? Поэтому поверим ему, будем считать, что все это Россия затеяла. Константин Петрович, услышим голоса Зеленского на пленках? Ради этого вся песня вот этого как писалась. Раз все. Я думаю, что когда услышим эти голоса, вот это будет как раз именно тот момент, когда, возможно, мы один хриплый голос больше не услышим после этого. Если мы сконструируем, вы описали несколько сценариев в самом начале, понятно, там отставка добровольная, хунта или обезжиривание Зеленского, превращение его в свадебного генерала, все действительно будет зависеть от кураторов, доноров, спонсоров, хозяев вот этого всего мероприятия, то, на ваш взгляд, а кто вместо? Смотрите, тут очень важно. Я не говорю, что вместо Зеленского президентом, да? Или как исполняющим обязанности, или еще что-то. Он вполне может и оставаться. Да? Кто выйдет на первую роль? Кто будет хозяином Украины? Кто будет лидером Украины? Непонятно, потому что на самом деле, когда я говорю, что некий бравый генерал, например, это один вариант. Я не знаю, кто это может быть. Это может быть любой генерал, который вдруг появится в эфире всех каналов и скажет, что с этого момента я беру на себя всю ответственность за ситуацию в Украине. Это первое. Второй момент – это когда власть переходит в Верховной Раде. Но не факт, что в Верховной Раде будет дальше сидеть Стефанчук в кресле. Помните, как в 2014 году власть тоже перешла на время к Верховной Раде, но вместо Рыбака, который был спикером к тому времени, очень быстро избрали Турчинова. Избрали Турчинова. И я не знаю, кого могут избрать в Верховной Раде этим как раз спикером. Но то, что точно не передадут власть Стефанчуку, это как бы очевидно. Так что поэтому нас пока что ждет абсолютная неизвестность. Какой-то план, очевидно, есть. В него посвящены единицы, наверное, потому что если бы в него были посвящены большое количество людей, в том числе я, то, наверное, это уже был бы, наверное, не план, а
некое продолжение. Помните, был такой мультфильм ограбление по-итальянски. Марио идет грабить банк. Весь город знает, что Марио идет грабить банк. Полиция знает, что Марио идет грабить банк. В банке знают, что Марио придет и грабить. Вот приблизительно та же ситуация. Знаете, смена власти таким путем формулы Марио идет грабить банк не происходит. Сейчас, конечно, вообще масштабы зашкаливающие. Уже пишут, что ГБР может быть причастна к коррупционной схеме Миндича. Миндич вообще везде свои щупальца протянул и улетел, как Карлсон. Мы понимаем, что это не Миндич. Миндича усадили в кресло в известной квартире и сказали, тебе будут заносить деньги, условно говоря, с 9 до 12, а вот с 13 до 17 ты будешь эти деньги выдавать. Условно. Через Миндича просто проходили все эти суммы. Это не то, что какой-то злой Миндич, ужасный творец каких-то схем и прочее, что он за спиной у президента творил непонятно что, обелечивал всех. Вот понятное дело, что и Ермак, и президент знали это. Понятное дело, что они были в схеме. Понятное дело, что теперь стоит вопрос, когда это докажут или когда предоставят аргументы в пользу этого. Миндич – это только оператор. Понимаете, тут среди тех вариантов, которые есть, я почему о России спрашивал. Во-первых, потому что там, это конкретно часть денег шла через Россию. Соответственно, было бы очень интересно, а реакция вообще хоть кого-то в России, на этот процесс. Кого-то, может, найдут, кого-то, может, спросят, кому-то предъявят. Это один момент. А второй момент... Вот сейчас же очень принципиально важно. Если выберут вдруг сценарий, что мы сделаем искусственное дыхание Стамбулу 2, и Трампу хорошо ведь, да? То есть, смотрите, он усадил стороны за стол переговоров, можно и в Будапеште повстречаться с Путиным, то есть процесс идет, все нормально, и начать договариваться. С одной стороны, это такой сценарно хороший вариант. Но если мы в детали вникнем, а какой смысл с варьем, дискредитированным перед лицом Украины, США, Европы, садиться и подписывать что-либо? Именно. Вот это еще один вопрос. Смотрите, очень интересный момент. Вы знаете, что постановление суда об обысках было издано 24 октября. Вот. Соответственно, но ждали почему-то до 10 ноября. Вот. То есть ждали. Не 24-го сразу же начали обыски. Причем это синхронно совпало с событиями под Покровском. Когда уже катастрофа под Покровском, еще добить этими пленками Миндича. Зеленский считал, что все, уже опасность миновала. Поклад привез Христенко из Дубая. Поклад получил звание Героя Украины за эту спецоперацию. Думали уже, что все, забыли про пленки. Вот самый главный ужас для Зеленского относительно пленок Миндича был где-то в июле-августе, когда он узнал о том, что прослушивалась квартира. Но поскольку длительное время не было никаких движений, значит, скорее всего, пленки были, блефом, решили у Зеленского. И тут вдруг как гром среди ясного неба. Вот. Крайне неожиданно. Именно в то время, когда мы теряем Покровск, в то время, когда образовался котел под Мирноградом и второй котел под Купенском, то есть ситуация на фронте ужасающая, и тут еще добивают Зеленского этим. Действительно, с одной стороны, это давление на Украину, чтобы Украина прекращала боевые действия, садилась за стол переговоров. Но есть одно «но». Вот. Путин никогда бы не сел за стол переговоров с Зеленским. С кем угодно. С кем угодно. Вот. Кто угодно, но не с Зеленским. Это для него был принципиальный вопрос. И вот теперь я думаю, что это одна из... это версия, я могу и ошибаться, что одна из версий, что Соединенные Штаты, как бенефициары всех действий НАБУ и САП, они попросту таким образом технично они решают вопрос человека, который сядет за стол переговоров с Россией в это сложное время.
Это еще одна из версий, считайте. Ну, интересная версия на самом деле. Просто когда... Вот сейчас, правда, все сыпется. Накрывается огромная вот эта паутина паука Зеленского. Сейчас вот там Лачен перепостил вот эти все офисные каналы, что сейчас КБР, СБУ, в общем, будет Зеленский шашкой махать, уничтожать коррупцию. И вот это все массово сейчас понесется, что тот воровал, тот воровал, тот воровал, а Зеленский в белом пальто как бы выйдет и вот скажет... Ну, то есть провернет вот такой финт. И, мол, это серьезно рассматривают, пишут там, сливают разные инсайты. И вот тут наступает важный момент. Сможет ли отбелиться Зеленский? И, ну, опять-таки, когда люди пишут о том, что... Опять, ну, вот смотрите, вот этот Магомед Расулов, которого посадили, это фактически он все нарыл. Пленки, прослушка, вот это все, что сейчас как бы НАБУ порционно выбрасывает. И там же есть четкий посыл, то, что есть голос Зеленского. Не знаю насчет, посмотрим, послушаем, если они дойдет до этого, выложат. Не знаю насчет там деталей, но там, судя по всему, есть ну, вот такое пренебрежительное высказывание, да, Зеленского об украинцах. Угу. И собирают... ходят такие слухи, так что, ну, и говорят, что Майдан могут, ну, как бы, Магомед Расулова, как когда-то вот этого первого погибшего на Майдане, да, вот его возведут на транспарант и выйдут, и будут собирать картонки, будут собирать выход вот этот на улицу, чтобы еще и с третьей стороны ударить по Зеленскому. Ожидаете ли вы каких-то, ну, скажем, этих протестов и улицы, которые могут вывести? Мы видели уже летом этого года, что как бы вот этот картонный Майдан, Майдан, организованный за деньги Пинчука, Фиалы и Порошенко, он показал свою определенную эффектность, не эффективность, а эффектность. Но было одно «но». Этот Майдан получил благословение со стороны Запада. То есть Запад сказал не трогать, не разгонять. В условиях военного времени Зеленский имел полное право разогнать любой Майдан. Потому что Майданы в условиях военного времени запрещены. Ну, любые собрания, любые, там, условно говоря, акции протеста, они запрещены в условиях военного времени. Зеленский не стал разгонять по той причине, что было четкое указание со стороны Брюсселя, со стороны европейских столиц, которые были недовольны действиями Зеленского, и ему четко это было передано по всем дипломатическим каналам, а также через средства массовой информации, официальное заявление той же Урсулы фон дер Ляйен и прочих. Таким образом, у этого картонного Майдана была охранная грамота, против которой ни один швондер, как говорится, не мог предпринять никаких действий. Что будет сейчас, тоже, опять же, будет зависеть от позиции тех же партнеров Зеленского. Если даже выйдет миллионный Майдан, условно говоря, завтра, ну, понятное дело, миллион никогда не выходил, это преувеличение, что там, условно говоря, марш миллиона там в 1 декабря 2013 года и прочее, так для красного словца. Но если даже выйдет огромная толпа, у Зеленского законодательно, отталкиваясь от нормы закона, у него будет возможность разгонять всеми доступными методами. Если же у этого миллиона там, или 100 тысяч, или 10 тысяч даже будет определенная поддержка со стороны западных политиков, тех политиков, мнение которых очень важно для Зеленского, и не только мнение, а и подпись под выделением там, больших сумм и траншей, и оружия, и так далее, то понятное дело, что Зеленский будет попросту наблюдать из своего, я не знаю, из бункеров перископ или из кабинета, там, будет наблюдать, как его постепенно отрешают от власти. Есть мнение, что условно Майдан и переворот в том или ином виде воюющая Украина не переживет. Вы разделяете это мнение?
Это мнение Офиса президента, мнение, которое распространяют сторонники Зеленского, мол, давайте не будем раскачивать лодку. Вот, враг у ворот, или даже враг у нас на территории, враг вот-вот сейчас так, захватит всю Украину, всех нас переселит в Сибирь, а вы тут интересуетесь Зеленским. Давайте все сплотимся как один вокруг Зеленского, забудем про Миндича, вот, будем воевать дальше. И вот даже предложение Кличко. Давайте еще и призывной возраст понизим. Очень несуразно. Обычно как бы... Нет, это суразно, потому что Зеленскому постоянно на протяжении длительного времени говорят о том, что необходимо понижать призывной возраст. Как бы мы ни относились к Зеленскому, Зеленский боится, что это станет определенным катализатором негативных настроений в обществе, если понизить вдруг призывной возраст до 22 лет, там, например, или до 20, как ему предлагают. А Кличко посылает сигнал Западу: я готов понизить. Давайте меня на место Зеленского, я понижу. Погодите, то есть получается, мы стоим на пороге такого... Вот неважно, какой там сценарий проиграется из тех, которые вы описали выше, но это не приведет не к миру, а к еще большей войне, еще больших масштабах. В том-то и дело, что я уже говорил о том, что есть позиция Соединенных Штатов. Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что надо садиться за стол переговоров и надо заканчивать эту войну. И Соединенные Штаты по всем каналам передают и через Израиль, и через еврейское лобби, и напрямую, и во время переговоров с Россией, которые там постоянно, и во время встреч с Зеленским, что вы должны найти формулу, вы должны закончить в кратчайшие сроки. Вот. У вас есть там 2-3 месяца. Есть Европа, вот, которая говорит о том, что нет, надо еще продолжать воевать минимум год. Украина должна воевать минимум год, через год, там, значит, посмотрим, как оно будет. Может, Россия развалится, может, Путин умрет. Это позиция Европы. Вот. И в данной ситуации Кличко, который всегда был связан с Германией, в Германии живет его брат, вот, в Германии у него там бизнес-интересы и все прочее, он посылает сигнал, что я готов стать вместо Зеленского, я не настолько коррумпирован, я постоянно страдал от режима Зеленского и Ермака, вот, я готов выполнить ваши условия, я готов воевать дальше. Условно говоря, это ситуация, когда после февральской революции 1917 года многие ожидали, что наступит, возможно, мир, но Керенский, когда пришел к власти через несколько месяцев, он сказал: нет, будем продолжать воевать. Ну, так себе перспективы, конечно. Я понимаю, я просто говорю о том, что сейчас появится огромное количество разного рода мрази, которые будут себя предлагать именно в качестве продолжателей, более правильных продолжателей дела Зеленского. Ну, вот тут тоже такая дилемма. С одной стороны, народ сейчас хочет мира. Да. Ну, это прям все это признают. Даже, так не нравится, даже социологи, которые клепают левую социологию о том, какие мы потужные, в интервью, в беседах, в паблике в том же говорят: нет, все сейчас хотят мира, все за мир, все за мир. Я скажу такое лирическое отступление. В понедельник у меня была такая видеосвязь. Было 15 японских политологов, экспертов, дипломатов, журналистов. Вот, я был на связи с ними, 1,5 часа мы с ними общались про ситуацию в Украине. Вот, и, соответственно, мне одна японская журналистка задала вопрос. Говорит: скажите, пожалуйста, перед тем, как ехать в Украину, вот, я посмотрела социологию, которая говорит, что большинство людей вот, очень поддерживают Зеленского, около 80% поддерживают Зеленского, и большинство хотят продолжения войны. Вот. Но я приехала в Украину, я была там 2 недели, говорит, и я не увидела ни одного человека, который бы сказал что-то положительное про Зеленского, вот, и который бы хотел продолжения войны, который бы был заинтересован. Говорит: как так? Вот как тут цифры одни, а вот она так искренне удивлялась. Вот они там привыкли к немножко другой социологии. Но я не стал говорить о том, что она просто общалась только с 20%, а 80% обходили ее стороной. Но пришлось рассказать о том, насколько лживая у нас социология, насколько она продажная. Ну так вот смотрите, с одной стороны, вот появляется шанс для этих людей.
Появляется шанс закончить эту войну, если вот эта турбулентность перерастет в нечто большее, и Зеленский, ну, грубо говоря, или уйдет, или, ну, в общем, перетопчется, но, в общем, закончит войну и пойдет на выборы. Есть ли вариант, как вам видится, опять-таки, потому что отдельные эксперты говорят, что это вполне себе нормальный вариант на фоне этих скандалов предложить России перемирие Россия не согласится на перемирие. для устранения Зеленского. Россия не согласится на перемирие. Путин это уже неоднократно говорит. Вы делаете что угодно, садитесь за стол переговоров, мы на перемирие не пойдем. Нас интересует мир. Мир на условиях России. Причем. Вот. При этом он предлагал разного рода варианты. Вот. И, соответственно, понятное дело, что каждый следующий вариант, который будет предлагаться, будет более жесткий. Мы отказались от переговоров в Стамбуле. Вот. Мы в 2022 году вместо этого получили формулу, которая была перед Анкориджем, фактически озвучена. Полностью отдавайте Донбасс. Мы в Донецкой и Луганской области проводим линию разграничения линию государственной границы по линии разграничения нынешней, по линии фронта. Тоже, понятное дело, не согласились. Следующие требования будут более жесткими. Тем более после падения Покровска, после падения Мирнограда, после фактически уже, давайте говорить, называть вещи своими именами, после падения Константиновки, потому что Константиновка, можно сказать, тоже уже пала. Вот, после того, как Украина начала эвакуацию из Краматорска, по крайней мере, целый ряд государственных структур, органов и так далее, силовых ведомств уже эвакуированы, прекратилось сообщение, железнодорожное сообщение с Краматорском. Я думаю, что в этой ситуации как раз перемирия не будет. То есть процессы, которые происходят в Украине, они будут происходить, а ситуация на фронтах идет своим чередом. Ну, смотрите, черед-то достаточно кровавый и тяжелый. Ужасно кровавый, ужасно тяжелый, ужасно трагический, катастрофический. Вот, сами военные говорят о том, что на целом ряде направлений не хватает бойцов. Вот, не хватает, про технику уже не говорим. Сколько техники просто осталось, даже если выйдет часть сил из этого окружения, которое образовалось под Покровском, то, извините, технику оттуда не выведут. Вся эта техника останется как трофей. Я к тому, что ну, вот сейчас, по идее, да, нужно что-то предпринимать Зеленскому, чтобы перебить вот эту всю историю с поражением. Но уже две дырки не заткнешь. Дырку на фронте и дырку в репутации из внутриполитической истории. Сейчас вот собирают подписи под вотуму недоверия Свириденко. Ну, это старая тема, ее готовили уже больше месяца. Это старая идея соросят и прочих, ну, не будем их всех распривечивать, просто одним словом соросят, те, кто ориентированы на глобальные структуры. Вот, соответственно, это их старая тема, отправить в отставку правительство Свириденко, назначить премьер-министром Федорова, вот, сформировать правительство, которое ориентировано на Пинчука-Фиалу, вот, отстранить в офисе президента Ермака, вот, переназначить целый ряд губернаторов, вот, глав военных администраций, извините, пожалуйста, и, соответственно, руководить страной уже в новом составе. Поможет ли на это пойти Зеленский, или Ермаком он не пожертвует? Вот Зеленский неоднократно говорил о том, что Ермак со мной пришел, Ермак со мной уйдет. Как минимум дважды, я знаю, он употреблял эту фразу. Вот, и, ну, пацан сказал, пацан сделал, он может уходить вместе с Ермаком. Кстати, вчера я общался с одним человеком, который буквально совсем недавно выпал из обоймы, который ушел из власти, совсем недавно. И он обратил мое внимание на то, что а где Ермак? Угу. Вот, почему не слышно Ермака? Слышно всех.
Вот. Причем он не со зла, не со злорадством это спрашивал. Он спрашивал абсолютно серьезно. Он человек, который очень лояльно относится к Ермаку, и он задавал этот вопрос мне. А где, куда он девался? Почему не слышно Ермака? А как вы отвечаете на этот вопрос? Я не знаю. Я с Ермаком не общаюсь. Я последний раз видел Ермака живем в 2010 году. Даже не в 2010, а в 2009 году. Это еще во время президентской кампании, когда Ермак был одним из руководителей районных штабов Арсения Петровича Яценюка. Да, было и такое в его биографии. Константин Петрович, сейчас же очень тяжелейшая экономическая ситуация в стране. Говорят, что будут печатать гривну, 5000-ную купюру уже распечатали. Макет есть. Изображен. А? А кто будет изображен на купюре? По-моему, Кулиш, я так глядел. Кулиш? Да, по-моему, Кулиш. В общем, ну там это как вариант, там без суммы 5000. В принципе, абсолютно достойно. Без суммы 5000. Может, там напечатают какую-то другую сумму, никто не знает. Но вроде как 5000-я есть, свежие деньги печатают тысячные, тысячные, свежие уже. Смотрите, сейчас же на самом деле очень острейшая ситуация финансовая. Как вы думаете, насколько вот эта нужда повлияет на отставку или не отставку Свириденко и правительства? Насколько турбулентность внутреннего экономического кризиса сейчас играет какую-то роль? Ведь многие заговорили, очень классную идею подали. Нам же как говорили, мы давайте заплатим больше, поднимем цены на свет, чтобы защитить объекты. Как защищают объекты, нам показали пленки Миннича. Поэтому надо вернуть тарифы. Смотрите, то, что украинцы продемонстрировали, что с ними можно делать все, что угодно, и они будут молчать и безмолвствовать, мы это наблюдаем постоянно. Мы это наблюдаем. Нет, конечно, не всюду. Есть примеры того, как украинцы отбивают людей от ТЦК, как они фактически проявляют свои протестные настроения в том или ином регионе. Но это все спорадически. Это все очень стихийно. Этому нет какой-то единого порыва, единой волны. Но его не будет, по большому счету. Его не будет. Поэтому я не думаю, что будет какое-то народное восстание из-за того, что у нас инфляция, проявлением которой будет запуск новых купюр, запуск печатного станка. Не будет никаких акций протеста из-за повышения тарифов на электроэнергию. Еще раз повторюсь, я больше верю в то, что недовольство проявят военные, чем гражданские. Мне кажется, что вот это недовольство военных тоже слишком переоценено. Ну, а что они могут сделать? Извините, в 1917 году, опять же, 1917 году, тоже многие считали, что что с них взять? Пьяные матросы, помните, как писали? Не только пьяные матросы. Кто составлял костяк, основу, 90% фактически армии Российской империи? К 17 году. Неграмотные, полуграмотные, забитые, зашуганные крестьяне. Которых набрали просто скопом, собрали миллионную, даже не миллионную там, армию, огромное войско собрали. Люди впервые там, узнали, что такое грамота в окопах уже, а кто-то вообще не узнал. Люди, которые считали, что их дело воевать. Они безмолвствующая масса. Но именно эта безмолвствующая масса, когда они поняли, что существует такое понятие, как справедливость, и относительно их действуют несправедливо, и когда они поняли, что происходит в Петрограде, как раз,
вот эта вот мафия великих князей и все прочее, вот, которая облепила собой Николая II, и которая фактически, вот эта мафия фактически привела страну к разрухе. Это потом можно уже будет говорить о том, что разного рода козни западных спецслужб. Вот. Было бы все нормально, были бы честны со своим народом, не было бы никаких козней. Там. Точнее, не были бы они так страшны. Но ситуация вышла из-под контроля. Эту стихийную массу тоже невозможно было контролировать. А представьте себе, что огромное количество людей, которые сегодня 4 года уже там воюют, кого-то схватили и отправили на фронт. Вот, над кем-то издеваются офицеры, кого-то лишают возможности получить свои кровные, отбирают у него там, своя система поборов и все прочее. И тут они узнают, что творится в Киеве. Вот это, я думаю, что это может стать катализатором. Я не говорю, что это станет катализатором, но это может стать. Так не только в Киеве творится, понимаете? Нет, когда у нас 20% армии или там 25% армии в бегах, вот, дезертирует и так далее, так это тоже форма протеста. Я просто не могу понять, давайте попробуем разобраться. А откуда берутся, Константин Петрович, вот эти премудрые люди, которые выдают на гора вот эту всякую дичь? Вот новость. Запорожский горсовет приглашает семьи погибших на культурное мероприятие. Значит, вниманию всех военнослужащих. Это Водянская громада, да? Значит, а также члены семей и тоже интересно, члены ветеранов, ветеранки, члены их семей, семей погибших или умерших защитников, департамент по вопросам ветеранской политики Запорожского горсовета запрошивает, в общем, приглашает бесплатно на этой неделе следующие пьесы посетить. Пьеса «Веселая вдова». 13, подождите, «Веселая вдова», 13 число, то есть завтра в 17:00, в 22, ну вот, пожалуйста, вход свободен для членов семей погибших и ветеранов. Извините, пожалуйста, это уже за гранью моего понимания и за гранью уже добра и зла. Нет, ну это... Не, я понимаю, конечно, что это самое, я понимаю классику, я понимаю, что... Но... Нет, Александр, извините, но это называется смех и грех, но я даже не знаю, как реагировать. Я просто не могу понять, а неужели... Вот смотрите... Это же система, вот мы говорим, Зеленского поменяют. И, в принципе, это всегда очень интересно. Звучит там сценарий как-то. Вот смотрите, снимут же вот эту верхушку или там сделают какие-то перетурбации. Ну, образно. Так, а вот эта же схема вся останется прежней. Конечно. Тупой чиновник, как сидел там в этом горсовете, веселую вдову давать для ветеранов и вдов. Не обязательно веселых. Он так и будет этим заниматься. Я постоянно наблюдаю за какими-то маразмами, которые происходят в это время. В одном из киевских вузов торжественно открывают туалет. Торжественно, да, перерезают ленточку, там аплодисменты там, и все прочее. В другом высшем учебном заведении мне прислали фактически, открыли зеркало. Ну, извините, когда ректор собирает студентов в фойе, там, в холле, и, соответственно, торжественно снимает там покрывало, и все видят, что вот открыли зеркало. И вот, знаете, когда я понимаю, конечно, Франц Легар, вот, классик оперетты, скажем, венгерской, тут «Веселая вдова» и так далее, но, извините, но есть же хоть какое-то мышление у людей, какая-то эмпатия, какие-то прочие моменты. Или же есть просто тупое распоряжение, что вот необходимо вот организовать мероприятие, согласуйте, что по репертуару в этот день в том или ином театре. То есть это у меня, честно говоря, просто нет слов.
Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней беседы. Вы знаете, я не просто так вот сюда ушел, не для того, чтобы, как это... Ну, помните, вот в каждом новостном выпуске в конце там пандочка родилась в зоопарке. Это веселая вдова в Запорожье, это не пандочка. Не-не-не. Вы знаете, с уровнем воровства, это же не просто воровство. Коррупция как таковая, я здесь согласен с многими, которые говорят, что дело не в коррупции. Все и так знают, что воруют. Все и так знают, что дело в предательстве. Вот это же, вот тут же нельзя... Люди должны подбирать правильные слова. Вот это предательство. Когда Зеленский нам рассказывает о потужности, проскакивает эти 2 или 3 раза уже шансы конкретно закончить войну, конкретно сохранить жизни, а он, в общем, выкручивается от этого, да, и этого не делает. А его люди конкретно тырят бабло сумасшедшими как бы масштабами и на чем, да, на лишениях людей. Возникает простой вопрос. Так мы в этом маразме можем дойти до точки, когда условно, ну там, чужие станут, пускай лучше будут чужие. Причем одни скажут, пускай нами там, ну там, европейцы правят, руководят, раз наши не способны. Имеется в виду, давайте уходить в Европу. А другие скажут, да бог с ним, пускай там крадут, делают, но это делают россияне. Но нас как бы не оставят. В этом многие видят кризис и несостоявшуюся государственность начала прошлого века. Вот это УНР и все вот эти прожекты, да, когда просто одни ушли туда, другие сюда, да, на то мы порешили. И сейчас мы к этому подходим, потому что тут наглость, жадность, идиотизм, воровитость и тупость, что ли, на фоне смерти людей. Нет, ну, во-первых, а почему вы говорите о предательстве? А кого предавал Минич? Там, или Галущенко, или другие? Они же не предавали Зеленского. Они же не лишали его пайки. Вот. Более того, что они... про народ, знаете, мнением народа пренебрегает. Вот. Народ их мало интересует. Народ – это некая субстанция, которая должна производить вот эти блага, вот, и воевать и прочее. А Зеленского, что они не предавали, они же не обворовывали его. Они же не крысятничали у него. Они же работали в его благо, на его благо. Поэтому с их точки зрения никакого предательства не было. А вот что касается параллелей с Украинской Народной Республикой, с 1918 годом, я постоянно провожу эту параллель. 1918 год, март, война с Россией. Только-только освободили Киев. Там вместе с немцами зашли в Киев, Центральная Рада. Только-только подписали Брестский договор. Вот. Что делает руководство Украины? Премьер-министр Голубович вместе с 2 еще министрами. Вот. Они решили, что им не хватает денег. Вот. Они приходят в дом к банкиру Абраму Доброму, похищают его. Вот. Премьер-министр, 2 министра похищают его. Где-то там его держат в какой-то непонятно где, на какой-то конспиративной квартире, требуют с него денег. Вот. Немцы, которым пожаловалась жена этого банкира, пришла. Немцы начали проводить расследование. Один из министров забыл свой портфель с документами, со всем прочим. Ну, понятное дело, очень скоро этого банкира освободили. Вот. Коррупционный скандал небывалый. Вот, члены правительства занимаются рэкетом. Вот. Ну что, пришлось немцам просто пойти на то, чтобы свергнуть Центральную Раду, закрыть эту шайку-лейку и назначить генерала Скоропадского гетманом. Угу. Поэтому я думаю, что мы в шаге фактически от определенного нового гетманата. Не знаю. Понимаете, в момент критических испытаний для народа проявляются очень такие культурные коды. Есть еще один такой аспект. Это аспект национальности. Это очень тонкая грань, потому что здесь и антисемитизм сразу вписывают, и еще какие-то моменты. А я с вами хочу, как с историком, обсудить в завершении, чтобы точку поставить. Вот этот исторический
ну, вот, ну, ген, наверное, вот этого, вот того, что сидит, и то, что сейчас украинец может вспомнить. Вы же видели фотографии Миндича, Цукермана, да и Зеленского, да и Ермака. И вот украинцы, которые без света, украинцы Миколы, Иваны, Сашки, Сергейка и все вот эти обычные украинцы, украинские, они в могилах без света при решениях, а вот эти люди, их не просто обворовывают, не просто там дань снимают, а они прям это... Ну, как это у Ленина, да, вот этот класс угнетающий. Есть угнетенный, вот, тот, который угнетает. И я вспоминаю вот эти погромы еврейские времен Богдана Хмельницкого, например. Ведь если, вот опять, это не очевидное утверждение, это может быть домыслом, может, вы как историк это все опровергнете, разобьете в пух и прах, но без еврейских погромов не было бы вот этого воссоединения с Москвой, да, Богдана Хмельницкого. Ну, это такое мнение есть. Я не знаю, насколько оно очевидно. А мы сейчас проворачиваем фарш именно в этом направлении. Не кажется вам? Знаете, я как на правах биографа Зеленского, я скажу одну вещь, что в мае 2019 года, сразу после инаугурации Зеленского, был очень интересный его разговор с одним из очень уважаемых раввинов, который сказал, что Владимир, Порошенко мог допускать очень много ошибок. Янукович мог допускать большое количество ошибок. Ющенко, Кучма. Все могли допускать большое количество ошибок, делать преступления там, и прочее. Это не было так, скажем, болезненно для многих. Но любое твое преступление, любой твой проступок и так далее, он подставит всех евреев Украины. И я слышал эту фразу, как раз мне пересказывали ее, потом, соответственно, я неоднократно слышал от евреев, моих друзей евреев, там слышал то, что, извините, но Зеленский просто подставляет нас. Зеленский просто нас подставляет. И тоже приводили ваши аргументы и так далее. Дай бог, чтобы все-таки нынешний уровень образованности, мировоззрения, толерантности и так далее в украинском обществе не вызвал дух Гонты или Хмельницкого, и чтобы у нас все-таки все поняли, что существуют те, кто должны персонально отвечать, а коллективная ответственность точно не должна иметь места. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света.